Вчера был один из самых главных, важных праздников, религиозных праздников в Индии. Yeah. It was also Sanatani Goswami's disappearance day. Также вчера был день ухода Шрилы Санатхи Госвами. So that's why it's Guru Purnima, because Sanatana is the big guru. И именно поэтому Гуру Пурнима. Санатана является очень важным гуру. Who are the 6 Goswamis? Кто такие 6 Госвами? Anyone tell me? Кто-то скажет? What are their names, the 6? Можете перечислить имена 6 Госвами? Rupa Goswami. Рупа Госвами, Санатана, Джива Госвами, Партха Sanatani Goswami is the eldest. Из них Санатана Госвами является самым старшим. He appeared in 1486. Он явился в 1486. And amongst the Mayavadis, they celebrate the Guru's appearance day on one day. И среди Майявади день явления гуру отмечается только в один день. And that was yesterday. И как раз этот день был вчера. Srila Bhaktisiddhanta introduced the appearance day of the Vaishnava Guru on their particular birthday. Шрила Бхактисиданта, однако же, ввел такое новшество, и он начал отмечать день явления гуру в день их рождения, Весапуджа. So, for instance, in Vrindavan, walking around Govardhana Hill, yesterday, today, tomorrow, 1 million pilgrims. И вот в эти 3 дня, вчера, сегодня и завтра, вокруг Govardhana будут обходить миллионы паломников. Even every year in India they have Kumbh Mela. В Индии каждый год проходит Кумбха-мела. In February. В феврале. And 5 million pilgrims come. И туда приходит около 5 миллионов паломников. And it's the biggest single collection of people for any one purpose on this planet. И это самое большое собрание людей в одном месте ради какой-то одной цели. Then every 12 years, Kumbh Mela. Затем каждые 12 лет проходит Маха Кумбха-мела. It's a confluence of Prayag. Это проходит в Праяге. Confluence of the Jamuna. Вместе слияния 3 рек Ямуны, Сарасвати и Ганги. So every 12 years, it's even bigger. Каждые 12 лет этот праздник еще больше. And every 144 years is the biggest. А каждые 144 года это самый большой праздник. So India is the home of religion. Индия является местом рождения всех религий. So Sanatani Goswami, he was born into the Saraswat Brahmin family. Санатана Госвами был рожден в семье Сарасвата Брамана. But he was employed by the Shah, Hussain Shah, Muslim king of Bengal at that time. Однако его взял на работу мусульманский правитель Хусейн Шах. And he was actually the prime minister. И он был премьер-министром в мусульманском правительстве. And Rupa Goswami was the finance minister. А Рупа Госвами был министром экономики. And before they even had Muslim names. И до этого у них даже, или во время этого у них были мусульманские имена. Sanatan was called Sakya Malak. Санатану звали Сакир Малик. And Rupa was called Dabyakas. А Рупу звали Дабир Кас. These are Muslim names. Это мусульманские имена. Because they associated so much with Muslims. Потому что они очень много общались с мусульманами. So it's described they met Lord Chaitanya in a place called Ramakeli. И говорится, что они встретили Господа Чайтанью вместе Рамакели. And at that time, Lord Chaitanya changed their names. И
Во время этой встречи Господь Чайтанья изменил их имена and he gave the name Rupa and Sanatana. и назвал их Рупой и Санатами. Of course, they're eternal associates of Lord Krishna. Конечно же, они являются вечными спутниками Господа Кришны. In the spiritual world, both Rupa and Sanatana are maidservants of Radharani. В духовном мире как Рупа, так и Санатана являются служанками Шримати Радхарани. But in the material world, they had male bodies. Однако в материальном мире у них тела мужчин. So, after meeting Lord Chaitanya, both Rupa and Sanatana wanted to leave their responsibilities and go and be with Lord Chaitanya. И встретившись с Господом Чайтаньей, как Рупа, так и Санатана захотели оставить свою работу в этом правительстве мусульманском и отправиться вместе с Господом Чайтаньей и быть с ним. But the Hussein Shah, he relied very much on Sanatana. Однако Хусейн Шах, он очень сильно полагался во всем на Санатану. So it was very difficult for Sanatana. Sanatana was almost like Hussein Shah relied so much on Sanatana. Hussein Shah regarded Sanatana as his son. И Хусейн Шах настолько сильно зависел от Санатаны, что относился к нему как к собственному сыну. So Sanatana was thinking, how can I get away from this king, this Muslim king? И Санатана Госвами думал, как я смогу уйти от этого мусульманского царя. So Sanatana decided, I'll stay at home and I'll send a message that I'm ill. Он решил, что он будет оставаться дома, скажет, что он болен. But instead of being ill, Sanatana was discussing Srimad Bhagavatam with many devotees. Однако Санатана не был болен. Он вместо этого обсуждал с преданными, с браманами Шримад Бхагаватам. So the emperor, the Muslim emperor, sent his own doctor to examine Sanatana. И мусульманский этот император послал собственного врача, чтобы он обследовал Санатану. The doctor went back to Hussein Shah and said, there's nothing wrong with Sanatana's health. Этот врач вернулся к Хусейн Шаху и сказал, что с ним все в порядке. So then the Muslim emperor himself came to Sanatana's house. И тогда сам лично мусульманский император приехал в дом к Санатане. And wanted to know why he wasn't performing his responsibilities as prime minister. Он хотел узнать, почему тот не исполняет своего долга как премьер-министр. So Sanatana said, I want to resign. Санатана тогда сказал ему, что хочет уйти в отставку. So then the king said, well, look, you come with me. I'm going to wage war against a neighboring state, Orissa. Царь сказал, что на самом деле ты должен пойти со мной. Я как раз собираюсь начать войну против соседнего штата, который называется Ориса. But Orissa is the land of Jagannath. Ориса – это место, где находится храм Джаганнатхи. So Sanatana would not join the king to fight against Jagannath. И Санатана не собирался присоединяться к царю в его войне против Джаганнатхи. So the emperor put him in prison. Тогда император посадил его в тюрьму. So now Sanatana is in prison. И Санатана оказался в тюрьме. And the emperor went off to fight. А сам император отправился на войну. So Sanatana was thinking how to escape. Санатана думал, как же ему убежать из тюрьмы. And then his brother, who already had escaped, sent a secret message to Sanatana. Когда его брат, который уже к тому времени ушел со службы, послал Санатане секретное послание. Saying that Lord Chaitanya was about to visit Mathura. Он сказал, что Господь Чайтанья, он собирается посетить Мадхуру. And that Sanatana should come to Vrindavan. И также о том, что Санатана должен прийти во Вриндаван. So Sanatana was thinking, how do I escape from prison? Санатана думал, как же мне сбежать из тюрьмы? So he knew the jailkeeper. Он знал охранника. Because Sanatana was the prime minister before. Потому что до этого Санатана был премьер-министром. And he actually employed the jailkeeper. И он на самом деле взял на работу этого охранника. So he preached to the jailkeeper. Он попроповедовал этому охраннику. And the jailkeeper was a Muslim. Охранник был мусульманином. And not very intelligent. Он не был очень-то разумным. And
didn't know the Quran. Он не знал Коран. But Sanatana used diplomacy. Санатан, однако, использовал дипломатию. And he said, "Oh, my dear jail keeper, Он сказал: дорогой охранник, you're the most intelligent Muslim I've ever met. ты самый разумный мусульманин, которого я только встречал. You know Quran backwards and forwards. Ты знаешь наизусть Коран от корки до корки. You are like imam. Ты как имам. Imam means a Muslim priest. Имам — это мусульманский священник. Actually, you're like my father." На самом деле он сказал: ты мне как отец. And he glorified the Muslim jail keeper. И он начал прославлять этого охранника таким образом. And then he said, "Look," he said, "please help me escape the prison of material life." И он сказал этому охраннику: пожалуйста, помоги мне убежать из темницы этой материальной жизни. So the material world is like a prison. Материальный мир подобен тюрьме. Of course, Sanatana was in a prison, in the prison of the material world. И Санатан, он был в тюрьме, находясь в тюрьме материального мира. Anyhow, he spoke so expertly to the Muslim jail keeper. The Muslim jail keeper even started to cry. И он так опытно, так проникновенно разговаривал с этим охранником, тюремным охранником, что тот в конце концов начал даже плакать. Described in Chaitanya Charitamrita, tears fell down onto his beard. В Читании Чаритамрите пишется, что у него по бороде даже побежали слезы. But still, the jail keeper was frightened to let him go. Однако все равно этот охранник боялся отпускать Санатана. So then Sanatana said, "All right, I'll give you 5,000 rupees." Тогда Санатан сказал: я тебе дам 5000 рупий. 5,000 rupees in those days, a lot of money. В те времена 5000 рупий это были большие деньги. With 1 rupee, 500 years ago, you could buy 150 kilos of rice. В те времена, 500 лет назад, на 1 рупию можно было купить 150 килограмм риса. So the jail keeper was tempted. Yes, maybe I should let him go. И это соблазнило охранника, он подумал: может, все-таки правда отпустить его. But this emperor, Hussein Shah, he was ruthless. Однако он знал также и тот факт, что Хусейн Шах был абсолютно безжалостным. And if someone betrayed him, he would immediately kill them and their entire family. И если кто-то предавал его, то он убивал как самого человека, так и всю его семью. So the jail keeper was still frightened. Поэтому он боялся. So then Sanatana said, "All right, I'll give you 7,000." Когда Санатан сказал: ну ладно, я тебе дам 7000. Inflation. Наша инфляция. And then Sanatana, being very intelligent, he told the jail keeper what to say. И Санатан Госвами, поскольку он был очень разумен, рассказал этому охраннику, как надо поступить. He said that this is the story you tell everyone. Он сказал: ты всем расскажешь следующую историю. Sanatana was handcuffed, and we took him to the bank of the Ganges. Санатан был в наручниках, и мы повели его на берег Ганги. And with his handcuffs on, he ran into the Ganges. He drowned. И он прямо в этих наручниках, кандалах бросился в Гангу и утонул. We never found his body. Мы не смогли найти его тело. And then Sanatana told the jail keeper, "And you know what I'll do? И он сказал этому охраннику: я еще поступлю следующим образом. I'll go to Mecca, Я пойду в Мекку, and you'll never see me again." и меня больше никто не увидит. So the jail keeper agreed. И тогда этот охранник согласился. And that's how Sanatana escaped. И так Санатан убежал из тюрьмы. Now Prabhupada mentions in the purport to this Chaitanya Charitamrita И в Читании Чаритамрите в комментариях Шрилы Прабхупады говорит, that this is an example of diplomacy. что это является примером дипломатии. Diplomacy can be used in Krishna's service. Что в служении Кришны можно использовать дипломатию. Yeah, and here's an example. И он приводит этот пример. But if you use diplomacy for your own sense gratification, it's a great offense against devotional service. Но если мы используем дипломатию для собственного чувственного наслаждения, то это является серьезным оскорблением в преданном служении. We have 3 types of devotees: Kanishta, Madhyama, and Uttama. Есть 3 типа преданных: Канишна, Мада и Майя Уттама. Now the Kanishta is a mixed devotee.
Каништа является смешанным, нечистым преданным. Mixed with what? У него смешано что? Material У desire. него есть материальные желания. So the Kanishta bhaktas sometimes do diplomacy to each other, Поэтому иногда, конечно, бхакты занимаются дипломатией по отношению друг к другу. or they're competitive, Или у них возникает соперничество, or they're angry towards each или other. они гневаются друг на друга. Or sometimes they criticize each other. Иногда критикуют друг друга. So this you get amongst neophyte devotees, Такое бывает среди начинающих преданных, because there's still some material contamination. поскольку по-прежнему еще сохраняется материальное осквернение. But the more advanced devotee, like the Madhya, Однако, чем более продвинут преданный на уровне Мадхима, they will never cheat you. он никогда не обманет вас. And of course the Uttama, И, конечно же, это относится к Уттаму, top class. к высшему классу преданного. So even in our ISKCON society, mostly Kanishta bhaktas. И даже в нашем обществе ИСККОН в большинстве преданные находятся на уровне канишки. We have material desire. И у нас есть материальные желания. And therefore sometimes devotees don't deal with each other properly. Поэтому бывает так, что иногда преданные не очень хорошо ведут себя друг с другом. Sometimes there's a problem. Иногда возникают какие-то проблемы. But still we should continue. Но тем не менее, все равно мы должны продолжать. Just like if you have some material sickness, Если у вас какая-то болезнь материальная, like cancer например, рак or bronchitis, или бронхит, or tuberculosis, или туберкулез, where do you go? вы куда идете? Hospital. В больницу. You go to И идете к кому? Lugansk Hospital. Идете в Луганскую больницу. Yeah. Now once you're in the hospital, does that mean you're better? И если вы просто зашли в больницу, означает ли это, что вам сразу уже лучше стало? Что вы выздоровели? Are you better? Выздоровели вы уже? No. You're still ill, Вы по-прежнему больны. but you're in the best place to get better. Но вы находитесь в наиболее подходящем месте для того, чтобы выздороветь. And in the hospital, you have the doctors. В больнице есть врачи. And they come around and they see you. Они делают обход, наблюдают за вами. And maybe specialists. Там также есть специалисты. So ISKCON is the best place to be. Поэтому ИСККОН находится наилучшим местом, где нам следует быть, to cure the material disease. чтобы вылечиться от материальной болезни. You have a fever. Если у нас высокая температура, Now when people have fever, they hallucinate. и когда у людей высокая температура, они начинают галлюцинировать. And they see things which don't exist. И они начинают видеть те вещи, которые не существуют. So due to material energy, you have the fever of material life. И у нас из-за жизни в материальном мире есть высокая температура, And you hallucinate. и нам видятся галлюцинации. Oh, I'm the Bog. Мы думаем, я Бог, Oh, I never die. я никогда не помру, I live long. буду жить очень долго. I can do anything I want. Могу делать все, что захочу. I'm very handsome. Я очень красивый, I'm very beautiful. я красивая. There's no God. Бога нет, There's no one in control. никто тут ничего не контролирует. Everything happens by chance. Все происходит по случаю. You hallucinate. Это все галлюцинации. You have fever. У нас высокая And температура. the fever has to come down. И эту температуру надо опустить. So you join the hospital, Поэтому мы идем в больницу, which is the spiritual institution. которая является такое духовное заведение. And then they give you the diet Больницы дают диету, and the medicine. и также дают лекарства. What's the medicine for this material disease? Что является лекарством для этой материальной болезни? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's the diet? А что является диетой? Vreniki, Вареники, kush, борщ, but offered to Krishna. однако предложенные Кришне. So prasad is the diet. Поэтому прасад является диетой. Then you're in hospital. Затем вы уже в больнице, You're lying in the bed. лежите на кровати. Then every day doctor comes. Каждый день приходит врач. That's like guru. Это как гуру.
The gurus come here to Ukraine. Гуру приезжает на Украину. Sannyasis, Кто-то из саньяси, senior devotees, старшие преданные, like Devamrita Maharaj, Девамрита Махарадж, Naranjana Swami, Ниранджана Свами, Gopal Krishna Maharaj. Гопал Кришна Махарадж. Doctors, specialists. Это как врачи, специалисты. The supreme physician is Lord Chaitanya. Конечно, верховный врач – это Господь Чайтанья. These are his associate doctors. А это его как бы спутники, врачи. They come and they help you. Они приезжают, чтобы помочь вам. If you're lying in a bed and you have bronchitis, Если вы лежите на кровати и у вас бронхит, and then you look at one person next to you, и вы можете посмотреть на какого-то человека рядом с вами, and that person has a broken arm а у него поломанная рука and a broken leg, или поломанная нога, and you laugh at them. и вы смеетесь над этим Ha человеком. ha 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 ha. Look at you. Посмотри только на себя. But you're also ill. Но вы же тоже больны. What is it? It's silly. Поэтому это глупо. So in a spiritual institution, we're trying to get better. Поэтому мы находимся в духовном заведении, в духовном обществе и пытаемся выздороветь. And we're in the best place to get better. И мы находимся в лучшем месте, где нам может, Where the где мы doctors, можем выздороветь, и где есть врачи, can come and see us. где нас могут проведывать врачи. But sometimes that just because you're in hospital doesn't mean you are better, that you are getting better. И просто от того, что мы уже пришли в больницу, это не означает, что мы сразу же вылечились. Мы находимся в процессе выздоровления. So in a spiritual institution like ИСККОН, И в духовной организации, такой как ИСККОН, you're in the best place to get better. эта духовная организация ИСККОН является наилучшим местом, где мы можем выздороветь. But still you can have a relapse. Но тем не менее, все равно могут быть какие-то неожиданности. Повторное возобновление болезни. So sometimes neophyte devotees do diplomacy to each other. Поэтому иногда бывает, что начинающие преданные занимаются дипломатией по отношению друг к другу. Sometimes politics to each other. Иногда бывает политика, Sometimes they may criticize each other. иногда преданные могут критиковать друг друга. But if they continue chanting Krishna's name Но если они будут продолжать повторять имена Кришны and practicing devotional и будут практиковать преданное служение, they'll give up this tendency они избавятся от этой склонности, and go higher. и они поднимутся выше. And then they become the Madhyam Bhakta. Тогда они смогут стать Мадхьяма Бхактами. Madhyam means middle. Мадхьям означает тот, кто посредине. This finger is Madhyam. Вот средний палец. So then they become the pure devotee. Тогда они станут чистыми преданными. And then they're not cheating each other. Тогда они уже не будут обманывать друг друга. So Sanatana, he did diplomacy to get out of prison. И Санатана использовал дипломатию, чтобы выбраться из тюрьмы. And he cheated the jailkeeper, Он обманул этого охранника, but for a higher cause. однако ради высшей цели. And in one purport in the first canto, Prabhupada said, we also cheated our family members. И Прабхупада в этом комментарии в первой песне говорит, что мы также обманули своих членов семьи. So Prabhupada is referring to the fact that he left his family and went to Vrindavan. И Прабхупада имеет в виду тот факт, что он оставил семью и пошел в Вриндаван. He's saying we cheated them. Он сказал, что мы их обманули. Of course, he left money and house for his wife. Конечно же, для своей семьи, для жены он оставил дом и деньги. He didn't take any money. Он с собой не брал никаких денег. So materially, he left his wife and children all right. Поэтому с материальной точки зрения его жена и дети были в нормальной ситуации. But he gave that as an example of cheating. Однако он использует это как пример такого обмана. But then Prabhupada writes in that purport, Также в этом же комментарии Прабхупад пишет. it's 1:13:11. Это 1:13:11. No, yeah, somewhere in the 13th, Canto 1, Chapter 13. Это где-то в 13 главе That первой песни. Prabhupada writes, to cheat for a higher cause is all right. Прабхупада там пишет, что обман ради высшей цели может быть применен. So Sanatana Goswami cheated the jailkeeper and escaped. И Санатана Госвами он обманул этого охранника и убежал из тюрьмы.
So Sanatana was like Prime Minister. Санатана был премьер-министром, когда до этого. It's described in the Vedas, Dhanaved. Dhanaved deals with politics and diplomacy. Gandharva-ved, Stana-ved, and Dhanaved. Дханурведа, она в ней описывается дипломатия и политика. So, if you want to influence someone, Если вы хотите повлиять на кого-то, there's 4 things you do. то необходимо сделать 4 вещи. First, you appeal to their intelligence. Вначале нужно обратиться к их разуму. Second is you flatter them. Второе – это польстить им. The third is you bribe them. Третье – это дать им взятку. And if these don't work, the fourth one is use a stick. А если никакой из этих 3 методов не работает, надо брать палку и Violence. насилие. So, if you want to influence someone, Если мы хотим повлиять на кого-то, like your musha например, на мужа or your wife, или на жену, you say, my dear wife. нужно сказать: моя дорогая жена, Now you apply to the intelligence. обратиться к разуму. You're so intelligent. Ты такая разумная. Oh, I'm so lucky to have such a good Мне intelligence. так повезло, что у меня такая разумная жена. Now, I'm going to go to India, Я собираюсь поехать в Индию pilgrimage, на паломничество. and we can't afford 2 tickets. Мы не можем купить 2 билета. So you let me go first. Поэтому позволь, я поеду первым. Just try to see the intelligence in this plan. Просто попытайтесь, чтобы она увидела в этом плане какой-то разум. You appeal to the intelligence. Обращайтесь к ее разуму. But if they can't understand, Но если она не понимает, the next one is you flatter. следующее – это когда мы льстим. Oh, my dear wife, Моя дорогая жена, I'm so lucky to be your husband. мне так повезло, что я твой муж. Oh, I'm the luckiest man in the world. Я самый удачливый мужчина во всем мире. I'm the luckiest man in Ukraine. Самый удачливый и на Украине. I'm the luckiest man in Lugansk. Самый удачливый в Луганске. Oh, you're like film actress. Ты похожа на кинозвезду. Flatter. Можно польстить. You're like Angela Jolie. Ты как Анджелина Джоли. Flatter. То есть можно польстить людям. Oh, you chant such good runs. Ты повторяешь такие прекрасные круги. Puja so nice. Так хорошо проводишь пуджу. Krishna so pleased with you. Кришна очень доволен тобой. Let me go to India. Можно я поеду в Индию? So that first one is intelligence. Первое – это на уровне разума. Next one is you flatter. Следующее – это лесть. Now that doesn't work, you bribe. Если это не работает, тогда надо подкупить. Oh, my dear wife, Моя дорогая жена, I'll buy you a pair of shoes. я куплю тебе новые туфли. I'll buy you a nice dress. Куплю тебе красивую одежду. I promise you can go next year. И обещаю, в следующем году ты тоже сможешь поехать. I'll buy you a nice big TV. Куплю тебе хороший большой телевизор. Flatter. Bribe. Пытаемся подкупить. If that doesn't work, number 4. Если и это не срабатывает, тогда 4-й метод пистолета. Prabhupada said, stick'em adam bunkum. Stick'em adam bunkum. Шрила Прабхупада сказал стиком, Ad bunkum. Stick'em ad bunkum. Latin. это на латыни стиком et банком. Stick. Это означает палка In other words, violence. или насилие. So this is how you subdue other people. На самом деле это просто так описывает то, как можно подчинять себе других людей. And this is the art of politics. Просто это искусство политики. Yeah. So Sanatana did this. Санатана он использовал это. But he managed to bribe. Ему удалось подкупить. And then he left. И тогда он ушел. So Sanatana traveled with his servant. His servant was called Ishan. Санатана путешествовал со своим слугой, которого звали Ишан. Now Ishan had 8 gold coins hidden on him. У Ишана было спрятано 8 золотых монет. Sanatana didn't know that.
Санат не знал этого. And they came to an inn. И они пришли в одну хижину. And the innkeeper, he was a gunda. He was a mafia. Где можно было остановиться на ночь. И этот хозяин этого отеля, он был грабителем, был мафиози. He used to murder people. Он убивал людей. And his friend was an astrologist. И друг его был астролог. And the astrologist said, tonight 2 men will come. Астролог сказал, что сегодня вечером придут 2 мужчин. And they will have 8 gold coins. И у них будет 8 золотых монет. And the innkeeper thought, Harasha, Этот владелец подумал, очень хорошо. I will murder them Я их убью, when they come. когда они придут. So this is very interesting because this is from Chaitanya Charitamrita. Это описано в читании Чаритамрити. Astrology can be so exact Интересно, что астрология может быть настолько точной, that he could tell that 2 people would come tonight with 8 coins. что ему даже было сказать, что сегодня вечером придет 2 людей, и у них будет 8 золотых монет. But this was 500 years ago. Это было, однако, 500 лет назад. Nowadays, to find good astrologists, very, very hard. А сейчас найти хорошего астролога в наши дни это очень сложно. But sometimes in India you get little bit good astrologists. Иногда, конечно, в Индии можно найти более-менее неплохого астролога. But as devotees, we're not particularly interested. Однако мы, как преданные, не очень сильно этим интересуемся. We rather just leave everything up to Krishna. Мы, скорее всего, хотим оставлять на волю Кришны. Because ultimately Krishna is controlling everything. Потому что Кришна, он контролирует все. And if something bad is going to happen, there's nothing you can do about it. Если что-то должно плохое случиться, то мы ничего с этим не можем поделать. So why worry about it? Зачем тогда волноваться об этом? And if something good is going to happen, then let it happen. Но если что-то хорошее должно случиться, пусть оно произойдет. So devotees don't pay much attention to astrology. Поэтому преданные не сильно много внимания уделяют астрологии. Srila Bhaktisiddhanta, the Guru Maharaja Prabhupada, is a perfect example. И совершенным примером того является Шрила Бхактисиддханта, духовный учитель Шрилы Прабхупады. He was a professor of astrology. Он был профессором в астрологии, But he gave it all up. но он, однако, отказался от этого. He just taught bhakti. И он обучал своих учеников только бхакти. So astrology is more your karma kandya. Поэтому астрология относится больше к карма-канди. So the innkeeper thought, all right, yes, I will murder the Sanatan and his servant Ishan. Этот владелец постоялого двора подумал, я сегодня ночью зарежу Санатану и его слугу Ишану. So when Sanatan came, the innkeeper was very friendly to Sanatan. И когда Санатана пришел туда, этот владелец был очень-очень дружелюбен с Санатаной. Now he was too friendly. Он был чересчур хорошо себя вел. Now if someone you've never met before is too friendly, Если кто-то, с кем вы никогда раньше не встречались, с вами слишком хорошо себя ведет, слишком вежливо, something's not right, что-то не так. isn't it? Да? So Sanatan, he was very good. He was prime minister. И не забывайте, что Санатана был премьер-министром. Prime minister means you can look at people's face. Премьер-министр означает, что вы можете посмотреть просто в лицо какому-то человеку And you can tell by their face и по лицу сказать, what they're thinking. о чем они думают. You can tell by their eyes. Можно это сказать по их глазам. You can look at someone and how they're sitting. Можно посмотреть, как кто-то сидит. Called body language. Называется язык тела. And you can understand something about it. И можно понять что-то об этом человеке. It's a whole science. Целая наука. Like this means Например, вот это означает, I'm not interested. что меня это не интересует. And then if I'm not looking at your eyes, Если я не смотрю вам в глаза, it means I'm embarrassed. значит, что мне стыдно. If you ask me a question Если вы задаете мне вопрос, and I lie, и я вру, I tend to look on the left side. я склонен тогда смотреть влево. If you ask me a question about my past А если вы задаете мне вопрос о моем прошлом, and I'm telling you the truth, я говорю правду, I tend to look on the right side. я склонен смотреть направо. It's a whole science. Целая наука. If I'm like this, Если я вот так вот сижу, it means I'm very relaxed. значит, что я полностью расслаблен.
If I'm leaning forward, А если я выдвигаюсь вперед, I want to get to know you. это значит, что я хочу познакомиться поближе с вами. So it's a whole science. Поэтому это целая наука. And just by studying someone's face, Просто изучая лицо человека, другого человека, these people expert at this, they can understand your past. вот такие люди, которые знают эту науку, могут понять ваше прошлое. Nowadays they call it profiling. Сейчас это называется It's called profiling. те, кто изучает профили. You profile someone. То есть изучение по профилю. But you can also get it wrong. Также можно ошибиться. And I'll give you an example how I got something totally wrong. Я хочу привести пример того, как я ошибся. So I was flying in the aircraft. Я летел на самолете. I was sitting here, Я сидел здесь. empty seat, Здесь было свободное пустое сиденье, and then there was a man. и там был мужчина. Now this man was macho, И этот мужчина был мачо. big tattoo, Большая татуировка, big, борода, you know, like boots. обувь такая с носками. And he was very like macho. Он был в таком настроении мачо. You know, like Rambo Как Рэмбо, да? or Arnold Schwarzenegger, Или как Арнольд Шварценеггер. you know. And I was looking at him, Я смотрел на него. you know, like, he was looking at me a little bit. Он на меня тоже немного смотрел. And I was seeing his big boots. Я видел это его огромные ботинки. We were flying for 2 hours. Мы летели 2 часа. So I was writing my diary. Я писал свой дневник. So in my diary I was writing, I'm sitting next to this man, И я в своем дневнике писал, я сижу рядом с таким человеком. very macho. Он ведет себя как мачо. I think maybe he's WWF, Может быть, он какой-то там супер тяжеловес в борьбе. wrestler. Борец какой-то. Or maybe he's Hell's Angel, motorcycle. Может быть, он любит ездить на мотоцикле. Or mafia, Или из мафии. Ukraine mafia, Украинская, Lugansk mafia. луганская мафия. So the aircraft, after 1 hour, another man came behind И через час подошел еще один мужчина сзади and spoke to him и поговорил с from ним behind. сзади. So I'm going like this. Я подслушал. And the man said, hello. Сказал другой мужчина «Здравствуй». And the macho man said, И этот мачо сказал oh, hello. How are you? «Как ты?» And I realized he was gay. И я понял, что он был геем. And I profiled him totally wrong. То есть я полностью неправильно охарактеризовал его. He was homosexual. Он был гомосексуалист. But I'm thinking, you know. Но я думал, что он какой-то там But крутой then, of course, такой I'm not expert. качок. Но я, конечно, не эксперт в этом. But Sanatani Goswami was expert. Санатхи Госвами, он больше знал об этой науке. So he knew the innkeeper, you know, was too friendly. И он понял, что этот владелец отеля, он слишком любезен. And then he asked, Sanatana asked his servant Ishan, is there something you have that I don't know about? И затем Санатана спросил своего спутника Ишану, есть ли у тебя что-то, о чем я не знаю? And Ishan said, yes, I have 7 gold coins. Ишан сказал, у меня есть 7 золотых монет. He didn't, he had 8. Он, однако, соврал, у него было их 8. He said 7. Сказал 7. So Sanatana said, give to me. Санатана сказал, дай их мне. And he gave to the innkeeper. И он отдал их владельцу. He said, I don't want this. Сказал, мне это не нужно. And the gatekeeper, the innkeeper thanked him. И этот владелец поблагодарил его. He said, actually, I was going to murder you. И сказал, я собрался вас зарезать. And now you've given me these 7 coins. Instead, I'll help you cross the mountains to go to Bali. А сейчас, когда вы сами их мне отдаете, мне так стыдно, что я помогу вам перебраться через горы. But he also told Sanatana, your servant still has 1 gold coin. И он также сказал Санатане, что у слуги осталась еще одна золотая монета. So Sanatana sent his servant back. И поэтому Санатана
отослал своего слугу. So can you imagine you're associating with Sanatana Goswami? Можете себе представить, что вы общаетесь с Санатаной Госвами, He's an eternally liberated soul. который является вечно освобожденной душой, Nitya Siddha, Нитья Сидхой, Parikar of Lord Radha and Krishna. является вечным спутником Рады и Кришны. And rather than his association, you keep one rupee. И вы предпочитаете хранить у себя одну золотую монету, вместо того, чтобы лично общаться с ним. Anyhow, this foolish Ishan, he kept the rupee and he went back. И этот глупый Ишан оставил себе эту золотую монету и ушел. And Sanatana carried on to Prayag. Санатана продолжил свой путь в Праяг. And there he found out Lord Chaitanya was staying in the house. И там он узнал, что Господь Чайтанья остановился в одном доме. Now Lord Chaitanya is omnipotent. Господь Чайтанья всезнающий. So he knew standing at the doorway is Sanatana. Он знал, что возле двери стоит Санатана. So he sent Chandrasekhar Acharya, Он послал Чандрашекхара Ачарью, go to the house. сказал, пойди к дверям. Chandrasekhar Tapanisha. Anyhow, this is in Banaras, sorry, not Prayag, Это Banaras. было в Бенарисе. He sent, there's a devotee at the door, Он сказал, там возле двери стоит преданный. Tapan Mishra, went to the door, И он пошел к двери, and all he saw was this Muslim mendicant, и все, он там увидел только мусульманского long странника. hair, Длинные волосы, big beard. большая борода. So that was Sanatana, Это был Санатана. because he had long hair, big У beard. него были длинные волосы, борода. So then Tapan Mishra went back to Lord Chaitanya and said, I did not see any sadhu there, I just saw a Muslim pilgrim. Когда Тапан Миша пошел к Господу Чайтанье, сказал, что я не нашел там никакого преданного, там только какой-то мусульманский Lord странник. Chaitanya said, bring him quickly to me. И Господь Чайтанье сказал, тут же приведи его ко мне. So then they met and they embraced, И когда Санатана зашел, Господь Чайтанье обнял его. and different symptoms of spiritual ecstasy manifested. И в нем проявились различные признаки духовного экстаза. And then Lord Chaitanya, he sent Sanatana, now you go and clean, shave. И тогда Господь Чайтанье послал Санатану, сказал, что он должен побриться. Yeah. So he went and shaved and cleaned. И он пошел, омылся и побрился. So Sanatana is a great devotee, and yesterday was his disappearance day. Санатана является великим преданным, вчера был день его ухода. So we should pray to Sanatana Vishnu. Мы должны молиться Санатана Госвами. And Sanatana gave the example of strictly chanting the Lord's holy name. Санатана явил собой пример строгого повторения имен Господа. So our most important activity during the course of 24-hour day И нашей самой важной деятельностью в течение 24 часов в течение дня is to chant the holy name. является повторение святого имени Господа. We may have so many other duties, У нас может быть множество разных других дел, обязанностей. like children, У нас могут быть дети, husband, wife, муж, жена. but our most important activity Но наша самая важная деятельность is the chanting of Krishna's – это name. повторение имен Кришны. And we should do it with a strong vow. И мы должны это делать с большой решимостью. Prabhupada writes this. Прабхупада пишет об With этом, a strong vow, chant the Lord's holy name. что мы должны повторять святое имя Господа с большой твердой решимостью. When should you do it? Когда мы будем это The делать? most important time of the day. Надо это делать в наиболее важное время дня. Chanting is the most important activity. Повторение святого имени является самой важной деятельностью. Therefore, do it at the most important time of the day. Нужно делать это в самое важное время дня. When is that? И когда это? Early morning, Это раннее утро, before sun rises, до восхода солнца, as the sun is rising, или когда восходит солнце. before you do your housework, До того, как вы начнете заниматься домашними делами, before you go to work. до того, как вы пойдете на работу, Try to chant as many rounds as you can. попытайтесь повторять как можно больше кругов. You just rise from bed, clean your mouth, teeth, you Просто can start chanting. вставайте с постели, чистите зубы, умывайтесь и начинайте сразу же повторять. You don't even have to take bath. Не обязательно полностью омываться. Prabhupada took bath at 11 o'clock in the morning. Прабхупада принимал омовение в 11 часов дня.
not when he got up. Но не когда он вставал, просыпался. And anyhow, chanting is another way of taking bath. You're taking bath in the holy name. Повторение святого имени — это еще один вид омовения. Мы омываемся в святом имени. So I humbly request all of you take this seriously. Я хотел смиренно попросить вас всех, чтобы вы отнеслись серьезно к этому. With a strong vow. Чтобы с очень большой твердой решимостью chant as many rounds as you can. вы повторяли как можно больше кругов early in the morning. Ранним утром. Without thinking of anything else. Не думали ни о чем другом. Tried to block out all other thoughts. Пытались блокировать все другие мысли. Like shopping. Например, покупки какие-то, или работу, дети. So many other thoughts come in your head. Много разных мыслей роятся в вас в голове. Try to block them out. Нужно пытаться их блокировать. Listen to the sound of the holy name. И слушать звук святого имени. If you can do all of your rounds, если вы сможете повторять все свои круги, that's the best. Это самое лучшее. Otherwise, at least most of them. Если не получается всех повторять рано утром, то хотя бы большую часть. And this is where you get your spiritual strength. И так вы будете получать духовную силу. Holy name of the Lord. От святого имени Господа. Высшее спасибо. Шрилы Прабхупады ки джай. Прабхупады ки джай. So any questions? Есть ли у вас вопросы? Смотрите, ваше святейшество, а что побуждает человека лгать и, в частности, преданным лгать друг другу? Что является причиной? Почему они? Что является причиной того, что один преданный может лгать другому преданному? What makes one devotee lie to another devotee? What is the reason? The influence of the modes of material nature. Может быть причиной тому влияние гун материальной природы. If you're influenced by the mode of passion, если вы находитесь под влиянием гуны страсти, then lust, тогда это может быть вожделение, pride, гордость, greed, жадность. And if you're influenced by, and also can lie. Также мы можем брать. And if you're influenced by the mode of ignorance, если мы находимся под влиянием гуны невежества, you become angry with devotees. Мы гневаемся на преданных. Violent with devotees. Или мы насилие применяем даже к преданным. Harsh with devotees. Грубыми словами называем преданных. So it's due to the influence of material energy. Все это происходит из-за влияния материальной энергии. To lie. И под ее влиянием мы врем. Есть много разных версий, как ушел Господь Баларама. Просьба рассказать. There are different versions of how Lord Balaram unmanifested from the planet of Earth. Can you sort of like tell us the understanding? Generally, devotees are not interested in how the Lord disappears. Обычно преданных не очень интересует то, как Господь уходит. Lord Chaitanya, how did he disappear? Как ушел Господь Чайтанья? They say one of three ways. Говорится, что одним из трех методов. How did Lord Nityananda disappear? Как ушел Господь Нитьянанда? No information. Нет особой How информации. did Advaita Acharya disappear? Как ушел Адвайта Ачарья? No information. Тоже нет особой информации. It's like the sun. Это все равно как солнце. The sun is still present, Когда солнце присутствует, but you just can't see it. солнце по-прежнему остается, но мы просто его не видим. So the Lord is still present. И поэтому Господь присутствует. Lord Balaram, Господь Баларам, Krishna, Кришна, Нитай. It's just we don't have the eyes to see them. Просто у нас нет глаз, чтобы видеть их. Premanjana charta bhakti valochena shantas vadaiva disho valokayanti amsyama sanu. As your eyes are tinged with the salve of love, the Lord will manifest. Когда глаза ваши будут умощены бальзамом любви, только тогда мы сможем видеть Господа. So
Lord Balaram can manifest if you have the eyes to see it. И если у вас есть глаза, чтобы увидеть, то Господь Баларам может явиться вам. I have heard, according to Bhagavatam, Я слышал, что в соответствии с Бхагаватом, when Balaram decided to leave the planet, что когда Баларам решил покинуть планету, Ananta Sage came pulling a chariot, явился Ананташеша на колеснице. and he climbed on the chariot and disappeared into the sky. Он забрался на колесницу и исчез в небе. Something like that. Что-то типа такого. But the appearance and disappearance of the Lord is like the appearance and disappearance of the sun planet. Однако явление и уход Господа подобно явлению восходу и заходу солнца. Sun is still present. Солнце остается. You go now to Australia, you'll see it. Если мы сейчас окажемся в Австралии, то мы увидим его. You can't see it, Однако мы здесь не можем его увидеть. but it's still there. Но оно есть. So you can see Balaram if you have the eyes. Если есть глаза на то тогда можно увидеть Баларама. Nrsimhadeva, Или Симхадева, Nitya. Нитая. You have to develop the vision. Для этого нужно развить необходимое видение. And that comes from bhakti. Это приходит от бхакти. Какой самый лучший способ избавиться от посторонних мыслей во время повторения Святых Имен Бога? Какой самый лучший способ избавиться от ненужных мыслей во время повторения Махамантры? What is the best method how we can avoid the unwanted thoughts during the chanting? What is the best method how to avoid the unwanted thoughts? Oh, I didn't want to. Bhaktivinoda Thakur gives advice Бхактивинода Такур дает совет. that go to a solitary room Необходимо пойти в тихую, уединенную комнату. where he says if you can't go to a quiet room, you even put a cloth over your А head. если вы не можете пойти в какую-то уединенную комнату, то можно на голову накинуть какую-то ткань, So you're not looking at things. чтобы вы не смотрели никуда. Block out the sound Закрыть внешние звуки and chant as loud as you can. и повторять как можно громче. When you use earplugs, then the sound becomes much louder in the head. Когда мы используем беруши, чтобы блокировать звук, то тогда звук в голове звучит еще громче. Another way is to chant in front of the deity or the picture. А также можно повторять мантру перед божествами или перед изображением. And chant louder, Повторять громче, so you grab the mind. чтобы можно было ухватить ум. Then jajja, laziness or sleep may come. Также может во время этого прийти сонливость. So you can walk. Можно ходить. You try to grab the mind. Нужно пытаться как-то ухватить ум. And pray to Lord Nityananda, И молиться Господу Нитьянанде, Lord Chaitanya, Господу for Чайтанье, the ability to control the mind. чтобы мы могли контролировать ум. Bhaktivinoda Thakur clearly writes in Harinam Chintamani Бхактивинода Такур четко и ясно пишет в Харинам Чинтамани, that you cannot overcome single-handedly. что в одиночку мы не можем преодолеть, Means by yourself you cannot overcome что мы сами по себе не сможем преодолеть the distractions of the mind. те отвлечения, которые нам дает ум. It's called vikshepa. Они называются викшепы, The mind gets distracted. когда ум отвлекается куда-то. Only by the mercy of Lord Chaitanya and Nitya Это можно сделать только по милости Господа Чайтаньи и Нитьянанды and their associates, и их спутников. like Srila Haridас Thakur, например, с помощью Шрилы дас Bhaktivinoda Prabhupada. Бхактивиноды Прабхупады. Can you get the Shakti to overcome distraction? Только с их помощью мы можем получить силу, чтобы преодолеть все эти отвлечения. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says, Поэтому Бхактивинода Такур говорит: pray with tears in your eyes молитесь со слезами на глазах, for this mercy чтобы получить эту милость, to overcome vikshepa, чтобы преодолеть викшепу, distraction. отвлечение. Ladies' question? Ну, это же есть вопрос. Что? How Sanatana Goswami, как ушел Sanatana Goswami, how Sanatana Goswami disappeared.
Just left his body. Оставил тело. And then he used to stay at Manasi Ganga. Он жил в районе Манаси Ганги. He also used to stay at Radhakund. Также он жил на Радакунде. He also stayed Sanatani. Anyhow, Rupa Goswami left first. Рупа Госвами первый. And Rupa was buried samadhi at Sevakunj. Он шел первый и был захоронен на Севакунже. That's where Prabhupada lived before he came to the West. Там Прабхупада жил до того, как приехать на Запад. So they brought Sanatana's body and they put also samadhi in Vrindavan. Тело Санатана было захоронено во Вриндаване, At the Madan Mohan temple. возле храма Мадан Мохана, To put it close to Rupa Goswami. чтобы оно было недалеко от Рупы Госвами. But also Madan Mohan was his deity. Также его божеством Санатана было божество Мадан Мохана. And the Madan Mohan temple was the first temple actually to be built. И этот храм Мадана Мохана был первым храмом, который был построен в Вриндаване. Any other questions? Скажите, пожалуйста, насколько образование, духовное образование важно для начинающего преданного? В чем именно проявляется его благотворное влияние и преимущество образования? To what extent the education is important to the beginner devotee, spiritual education, Essential. and what, how it manifests. It's essential. Оно абсолютно необходимо. Just like everyone here wants to visit Vrindavan. Например, все здесь присутствующие хотят посетить Вриндаван Or Mayapur. или Майяпур. Да? Да. Now, you want to go for pilgrimage. Мы все хотим отправиться в паломничество. But you need to educate yourself. Однако для этого нужно получить образование. What is the process? Каков процесс? Now, what's the process? И что за процесс? First of all, you get a passport, Прежде всего надо получить паспорт, then a visa, затем визу, then a ticket. билет. Then you have to know, you have to go to the airport. Затем надо отправиться в аэропорт. You got to go to the right airport. Нужно поехать в правильный аэропорт. You got to catch the right aircraft. Нужно попасть на правильный самолет. You have to know all this. Все это надо знать. You may not have caught the aircraft, but you have to know the theory. Может быть, вы не знаете, какой самолет там будет, но вы знаете это в теории. Then you land in Delhi. Затем вы приземляетесь в And Дели. you have to know, how do I go to Vrindavan, catch a И taxi? вы должны знать, как попасть в Вриндаван, как взять такси. You have to know how to do it. Надо знать, как это делать. So we want to go back to Godhead. Мы хотим вернуться назад к Богу. We want to develop Krishna prema. Мы хотим развить Кришну прему. There's a process. Есть процесс, You have to know that. и надо знать его. So we study Bhagavad Gita. Мы изучаем Бхагавад-гиту, And then after that is Bhagavatam. затем изучаем And Бхагаватам, then after that is Chaitanya Charitamrita. и также читаем Чаритамриту, And then Nectar Devotional in between. и также еще нектар преданности. This teaches us what is called tattva. И это обучает нас татве. Tattva means philosophy. Татва – это означает философию. Jiva tattva, Обучает нас джива татве, philosophy of the jiva. философии дживы. Vishnu tattva, Вишну татва, philosophy of Vishnu. философия, говорящая Maya Вишну. tattva, Майя татва, Rasa tattva, раса татва, Nam tattva, нама татва, Guru tattva. гуру татва. We have to know all of this. Все это нужно знать. And this comes from studying. Это приходит от изучения. So if you're able to read and you have little bit intelligence, you should try to understand the philosophy. И если вы можете читать, и у вас есть много разума, нужно пытаться понять философию. Now, some people are illiterate Некоторые люди неграмотные, and no intelligence. и у них нет разума. Then maybe they can't understand. Может, тогда они не могут понять. Like there was one lady, very sincere, Была одна женщина очень искренняя in India. в Индии. She couldn't even chant the Maha Mantra. Она даже не могла повторять Махамантру.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hari 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 Hari. She couldn't even get it right. Она никак не могла полностью мантру повторить. So obviously she couldn't read. И очевидно, что она не могла прочитать But Бхагавад-гиту. very, very sincere. Она была очень, очень искренняя. It is said that Srila Bhaktisiddhanta Maharaj's guru, Говорится, что гуру Шрилы Бхактисиддханты Махараджа, Srila Gokishora Das Babaji Maharaj, Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж, couldn't even write his name. не мог даже написать своего имени. So we should try to educate ourselves. Поэтому мы должны пытаться получать образование. If we're a little bit intelligent. Если у нас есть хоть немного разума. But if we're completely illiterate, Но если мы полностью безграмотны, no harm. ну что же делать? Just chant all day long. Тогда можно повторять сознанием. And then Chaita Guru И тогда чайки гуру, in the heart. он находится в нашем сердце. The Lord will teach you in the heart. Господь научит вас из сердца.